Холодной зимней ночью Джек нашел на пороге своего дома кота, который умолял впустить его. Когда он встал, чтобы приготовить горячий шоколад, он не ожидал увидеть кого-то на крыльце. Ночь была холодной, на улице завывал ветер, и предсказывали снег. Джек заметил, что кошка прижималась носом к стеклу и беззвучно мяукала. Как только она увидела его, подняла лапу и ударила по стеклу, как бы прося о помощи. Джек подошел к двери и, почувствовав, что отказать не может, открыл ее. Кошка быстро втиснулась внутрь, и вместе с ней в комнату ворвался ледяной ветер. Джек мгновенно почувствовал сочувствие к ее затруднительному положению и задумался, как долго она ждала. Как только кошка оказалась внутри, Джек закрыл дверь. Хотя она была в основном сухой, ее шерсть покрыли ледяные капли. Встряхнувшись, она оставила несколько капель на ковре. Джек заметил, что кошка была красавицей с пушистой бело-полосатой шерстью и выглядела упитанной не такой, какую можно встретить на улице в холодную ночь. Он подогрел молоко и налил его в миску. После небольшого колебания кошка начала лакать, а затем последовала за ним на кухню, обнюхивая все вокруг. Джек погладил ее, и она громко замурлыкала, пытаясь подружиться. «Не беспокойся о холоде», — сказал он. В этот момент он осознал, что готов приютить ее на несколько дней или недель. Это был первый раз, когда он проводил время с домашним животным, не принадлежащим другу или родственнику. В детстве он мечтал о щенке, но в многоэтажном доме это было невозможно. После службы в армии работа требовала частых поездок, мешая завести питомца, поэтому он решил сменить работу и обзавестись собственным домом. На первые шаги ушла большая часть года, и Джеку было трудно найти место, где он чувствовал бы себя как дома. В некотором смысле он завидовал коту. Когда кошка допила молоко, он предложил ей остатки курицы, но она не была голодна. Вернувшись к игре, он заметил, как кошка заглянула в гостиную и с удивлением уставилась на телевизор. Джек убавил звук, надеясь, что она присоединится, но футбольный матч ее не заинтересовал. Через несколько минут он услышал ее жалобное мяуканье и пошел проверить, как дела у новой гостьи. Кошка тщательно осмотрела комнаты, особенно интересуясь спальнями, где разминала одеяло на кровати Джека. Она запрыгнула на стулья и подоконник, наблюдая за падающими снежинками. В гостевой спальне она снова мяукнула, и, открыв гардероб, Джек увидел, как она устроилась на сложенном одеяле, мурлыкая так громко, что звук отражался от стен. Джек с улыбкой наблюдал за ее действиями, испытывая гордость от того, что она чувствует себя в безопасности в его доме. Кошка провела весь вечер в комнате для гостей, ведя себя мирно и дружелюбно, мурлыкая всякий раз, когда видела его. Она больше не хотела есть, но все же выпила воду, оставленную Джеком. Наутро Джек начал искать, не принадлежит ли кошка кому-то из соседей. Он сделал фотографии и показал их окружающим, но никто ее не знал. Проверив доски объявлений, он не нашел совпадений и оставил сообщения в группах, но ответа не получил. Некоторые предлагали отдать кошку в приют, но Джек не смог этого сделать, почувствовав ее доверие. Смирившись с тем, что кошке придется провести вторую ночь у него, он купил лоток, корм и подстилку. Кошка не ела, но ей понравилась новая кровать, особенно с ее любимым одеялом. Джека беспокоило ее отсутствие аппетита и холодная шерсть, и он принес дополнительное одеяло и грелку. Кошка радовалась, когда он навещал ее, мурлыкая в ответ. Джек решил не настаивать на еде, полагая, что она просто адаптируется. Вечером снегопад усилился, и хотя кошка оставалась настороженной, Джек убедился, что в комнате тепло. На следующее утро он проснулся от удивления. В комнате для гостей его встретил тихий хор кошачьих голосов. Кошка отдыхала в своей новой постели и родила 3 котят. Джек понял, что она не была упитанной, а просто беременной и, вероятно, заблудилась. Он ощутил любовь к ним всем. Через несколько дней он отвез семью в ветеринарную клинику для проверки здоровья и прививок.
Когда месяц прошел без попыток вернуть кошку и котят, Джек осознал, что стал их владельцем. Когда котята подросли, он купил им игрушки, а кошка-мать стала его лучшим другом. Джек организовал стерилизацию и, живя с 4 любимыми кошками, почувствовал, что его дом наконец стал уютным.